Добрый день, дорогие львы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на осень 2024 года. Да, дорогие, осень силы. Присаживайтесь поудобнее. Будем планировать с вами октябрь, ноябрь и, да, декабрь 2024, чтобы до конца грамотно организовать свой год до конца. Ну что, мы с вами сейчас, ребят, в коридоре затмения, и скажу так, что львы первой, второй декады очень качественно проходят свои кармические вопросики, связанные со своей реализацией, со своим мироощущением, кто я, для чего я, куда я хочу идти, в какую сторону, зачем мне вообще в принципе это нужно. Ребят, забегая вперед, скажу, что львы первой декады – это те, кто родился в июле, львы второй декады, кто родился с 1 по 10 августа, и львы третьей декады, кто родился с 11 августа и до знака зодиака Дева. Итак, кармические задачи реализации будут до конца 2024 года также проходить львы первой декады. Здесь, ребят, скажу, что сентябрьский коридор затмений – это история как раз-таки нашего мироощущения, наших эмоций, то, как мы реагируем на события, на свой рост, на свое развитие, как влияют на нас другие люди, но мы позволяем своими эмоциями им присутствовать в нашей жизни. Поэтому, ребят, скажу, что коридор затмений, который сейчас мы с вами все проходим, который, слава богу, закончится 2 октября, кто рад, что закончится коридор затмений, помашите. И я буду очень рада увидеть ваши комменты. И здесь скажу, что, ребят, меняйте свое ощущение, если вам не нравится то, как вы реагируете. На самом-то деле я понимаю прекрасно, что львам первой декады сложновато, потому что здесь еще и Плутон в начале сентября, я бы так сказала, вошел в Козерога, да. Здесь стало, естественно, чуточку полегче, но эта история такая продлится ненадолго. Все равно львы первой декады, те, кто родился близко к раку, они прям чувствуют вот это вот мощь, напор, грядущие события, которые изменят все. И здесь история того, ребят, что в Козероге он пробудет до 20 ноября. И потом, я бы так сказала, окончательно и уже без поворота на ближайшие 20 лет Плутон войдет в Водолей и будет делать оппозицию на львов поочередно, да, то есть поэтому здесь начнется вся эта мощная история трансформации с львов первой декады. Поэтому, ребят, скажу, что вот этот сентябрьский, да, коридор затмений — это как такой триггер, начало движения. То, как будет на самом-то деле позже, и этот коридор затмений такая репетиция вообще для всех львов, да, это репетиция весеннего коридора затмений, который случится с нами с 14 по 29 марта 2025 года. Кто, кстати, не смотрел годовой прогноз на 2025 год, в конце этого видео обязательно прикреплю, посмотрите, для того, чтобы спланировать свой год следующий, да. И да, ребят, и поэтому сейчас запускаются ваши внутренние трансформации и изменения, то, как вы хотите провести следующий год. Для львов скажу, что 2025, забегая вперед, будет очень важным годом. У каждой декады львов по-своему. И то, что вот сейчас мы планируем до конца 2024, забегая вперед, да, это то, как можно улучшить свое состояние, настроение, то, как можно изменить даже сложные события, которые мы не очень любим делать. Сказать по правде, да, мы все не очень любим изменяющуюся реальность, особенно если мы живем в комфорте, и когда что-то начинает меняться, заставлять нас делать, мы вот вообще не любим, никто, никакой знак зодиака этого не любит. Ну, разве что на Водолее, то Водолей, в принципе, любит свою некую стабильность, неопределенность. Но при этом, ребят,
Как сложится период после коридора затмения, да? У нас, конечно же, 2 октября заканчивается коридор затмений, заканчивается это новолуние, либо солнечное затмение. Все это добро будет у нас в весах. Повлияет положительно на львов первой декады, ребят. Закончится этот эмоциональный период, но скажу, что продлиться эти эмоции еще будут, я бы так сказала, догонять первую половину октября уж точно, да. Здесь история того, что будет где-то страшно идти вперед, где-то будет страшно идти в развитие, да, это уже начнут с этим работать львы 2 декады, и скажу так, что, ребят, ну, надо идти разбираться, почему не идете в развитие, почему не светите своим ярким солнцем, потому что львы — это обладатели самого яркого солнца в гороскопе. Среди всех знаков зодиака ни одно солнце не может светить так ярко, поэтому когда вы мне пишете, какой гороскоп смотреть по Солнцу, по Луне, по асценденту, ребят, смотрите по Солнцу и живите по Солнцу. Я, конечно, вам могу сказать, смотрите по асценденту и по Луне, для того, чтобы поднять охват и создать движуху. Но, ребята, самое адекватное, ради чего мы вообще все здесь собираемся, если вы лев, вы смотрите гороскоп по Солнцу, потому что вы солнечный знак лев. Вам для того, чтобы преодолевать трудности, развиваться, зарабатывать те деньги, иметь тот уровень комфорта, семью, отношения, любовь, нужно именно по Солнцу жить, потому что только у Солнца есть та самая мощь и сила для того, чтобы преодолеть трудности. У Луны этого нет. Луна — это наши внутренние, я бы так сказала, беспокойства, противоречия. Луна — это жить вот в обычных своих привычках. Поел, поспал, погулял, вернулся домой. И не выходить за рамки вот этого, зоны своего комфорта. А асцендент — это влияние на нашу жизнь в плане социальной реализации. То есть это наши брачные отношения, это наши договорные отношения. То есть это, если вы смотрите гороскоп по асценденту, да, и здесь, ребят, история вот такая, что только Солнце дает ту самую мощь и пробивную силу. Поэтому смотрите гороскоп по Солнцу и живите по Солнцу, будет вам счастье, силы, амбиции и выносливость для всего, да. И поэтому скажу, что после коридора затмения, который является очень эмоционально таким сложным периодом для льва в том числе, потому что лев, ну вообще у нас коридор затмения — это история, когда у нас участвуют в большинстве своих случаев это Солнце и Луна, и это 2 управителя знака зодиака лев, поэтому для львов это и для раков, естественно, это является очень мощным внутренним триггером для начала действия. Поэтому, дорогие львы, 2 октября, когда у нас будет новолуние в весах, отслеживайте свои эмоции. Я не скажу, что это будет какое-то прям такое злое, напряженное новолуние. Оно будет скорее такое агрессивное, повлиять очень сильно будет на львов 2 декады. И здесь именно вызовет множество страхов за свое будущее, за свое развитие, за свои отношения, за свое, в принципе, мироощущение. Да? Период после коридора затмений будет эмоционально агрессивным, поэтому здесь держите себя в руках, особенно львы 2 декады, не ругайтесь, не злитесь. Здесь еще Венера идет по Скорпиону, делает такой, я бы сказала, напряженный квадрат к львам 2 декады, поэтому, ребят, договаривайтесь, выяснять отношения получится очень даже легко, обвинить и тому подобное, но есть все силы, мощь и мотивация для того, чтобы этот период прошел в отношениях достаточно гладко. Подключайте мудрость, подключайте терпение, я бы это так сказала, этот момент временный. Разбирайтесь в своих страхах, переживаниях, почему вы хотите обвинить вторую половинку, почему вы хотите обойти острые углы путем ссор, скандалов
и вот предъявление претензий. Вообще скажу, что для львов третья декады очень даже хороший момент времени, несмотря на то, что у нас в октябре разворачивается Юпитер, уходит в ретроградное движение. Ребят, скажу, что для львов третьей декады эта неделя будет немножко остановочной, да, постарайтесь не пылить и не предъявлять претензий, потому что это качество Юпитера, когда мы на взводе, мы становимся такими очень чрезмерно, я бы так сказала, амбициозны и не совсем понимаем всю ту ответственность, что из нас выливается, да. На самом-то деле хороший период для львов третьей декады и октябрь, и ноябрь, и декабрь. Здесь главное действовать, и январь, собственно, да, здесь Юпитер будет давать такое ощущение, что все сложится хорошо. Но при этом ретроградный Уран будет заставлять львов третьей декады уже с этого сентября уже началось, да, тут Уран разогнался в ретроградном движении. И здесь такая история, что нужно внедрять в работу нечто новое. Поэтому львы третьей декады, у вас история такая, после коридора затмения она такая достаточно эмоциональная, потому что здесь еще Марс в квадрате с Солнцем, да, с вашим управителем. И здесь необходимо, вот прям необходимо понимать, что если вы злитесь, то направьте эту энергию на работу, на продуктивность. В работе будет сложно устоять и держаться за старое. Ну, то есть вас как бы Вселенная просит, заставляет внедрять нечто новое в работе, новые планы, проекты, возможно, сменить работу. Если это уже не одна смена вашей работы, то понимаете, что, скорее всего, дело-то не в работе. Дело в том, что вы не понимаете определенных вещей, которые вы хотите от этой работы. Возможно, вы вообще хотите в другом развиваться, но не видите этого. И это тоже имеет место быть. И очень часто, когда ко мне приходят таким запросом, почему я не могу оставаться дольше на какой-то работе, больше там полугода, года, это говорит о том, что, ребят, нужно четко уже себе понять и определиться, что вы хотите от жизни. И честно туда идти. Да, это будет нелегко. Но я вообще скажу так, что все самое лучшее и все самое классное достается нам всегда упорным трудом. Но нам не хочется в это верить, потому что сейчас в тренде легкость, что все придет беззаботно, хорошо и должно быть без напряжения. Ребят, так не бывает. Мир стоит не на этом. Мир стоит на 3 китах, но это не один из 3 китов. Поэтому здесь, ребят, скажу вам так, что львы третьей декады у вас начинается период активного действия, внедрения нечто нового, и начинается это как раз-таки с коридора затмений. В начале октября это будет такой эмоционально агрессивный период, но здесь нужно не эмоционировать, здесь нужно внедрять и делать нечто новое, потому что все-таки, да, Уран заставляет действовать львов третьей декады, но Юпитер-то дает ощущение, удачу, умение договориться, подключить мудрость, новые знания, связи, реализация в социальной, я бы так сказала, в социальной жизни, да, так широко и масштабно. Поэтому здесь львы третьей декады в начале октября я бы, по крайней мере, на этот новый лунный цикл ставила себе вот такие широкие горизонты, связаны с социальной реализацией. Львы второй декады активно проходите свои страхи, понимаете, почему вы не идете в развитие, в бизнес, в творчество, вообще в реализацию себя, в проявление себя, то, каким вы являетесь человеком в жизни. Это для вас очень на самом-то деле важно, ребят, потому что сколько можно отсиживаться на скамейке запасных, но при этом здесь не нужно портить отношения со своей второй половинкой, потому что Венера выглядывает из Скорпиона, и я бы так сказала, момент такой сложноватый для отношений. Будьте тактичны, будьте аккуратны в тратах в том числе. Еще раз говорю, в деньгах копите, в отношениях созидать, подключить терпение, мудрость. И знайте, что этот момент времени, он пройдет. Львы первой декады немножко стало полегче, Плутон ушел в Козерога, и октябрь, новый лунный цикл и новолуние в Весах, окончание коридора затмения. И ближайшие 2 недели точно пройдут не на таких напряженных эмоциях. Но, ребята, скажу вам, что здесь, конечно же, вот это такой маленький запас времени, это, я бы так сказала, как такая некая
передышка. В этот момент можно сделать многое, связанное с той же самой работой, с той же самой реализацией, для того, чтобы потом не переживать. При этом скажу, что для львов первой декады Уран в классном гармоничном аспекте идет по вашим солнышкам в транзитной карте, и здесь, конечно же, я бы рекомендовала внедрять нечто новое в работу. Но у вас это будет идти все гораздо мягче и приятнее, чем у львов третьей декады. Поэтому, да, есть соблазн у львов первой декады залениться, начать октябрь и провести его в такой легкости, в тусовках, в мероприятиях. Если это связано для расширения капитала связей, прекрасно. Если таким способом вы решили внедрять там новые проекты в работе, находить новые знакомства, в том числе, чтобы это отразилось как-то благоприятно на вашей работе, отлично. Если же вы просто решили уйти в закат, погулять и расслабиться, ну, в принципе, вы можете себе это позволить, но это на самом деле очень классный, удачный момент для того, чтобы хорошо он отразился на вашем будущем. И когда в конце ноября Плутон войдет в Водолей и будет делать оппозицию к львам первой декады, когда начнет снова трясти, как трясло с января 2024, ребят, вот я бы все-таки рекомендовала вот эти 2 месяца провести, спланировать четко, осознанно, нацелены на будущее. Идем дальше. У нас с вами 17 октября полнолуние, и скажу, что к этому полнолунию у нас на небе начинают складываться такие очень интересные аспекты. Во-первых, с 9-10 октября по 20 у нас 2 классных аспекта на небе. Это Венера в оппозиции с Ураном и Меркурий в квадратуре с Плутоном. Аспекты классные с точки зрения, ну еще здесь, конечно же, Марс в точном квадрате к Солнцу, не забываем, да? Аспекты классные на достижение новых высот в работе, да. Для поиска сложной информации, нацеленной на развитие, однозначно да. Венера, Уран, чем плоха? Что здесь хочется выйти из отношений, сказать: я устал, я ухожу, мне надоело, все, держаться больше нету сил. Этот аспект сложен будет для львов третьей декады. Захочется освободиться от отношений. Естественно, вот эта вся история с коридора затмения подтягивается, по чуть-чуть накатывает. Аспекты начинают складываться, ну, там 9-10 октября, в зависимости от того, в каком полушарии вы живете. И до 20 октября они четко держатся, попадают как раз на полнолуние 17 октября. Полнолуние 17 октября у нас в Овне. Считаю, достаточно агрессивное полнолуние. Оно для каких-то львов сложится однозначно хорошо, сейчас чуть позже расскажу. Венера, Уран, сложно будет на этом аспекте львам третьей декады. Львы второй декады, не скажу, что очень сильно заметят этот аспект. Львы, их уже скорее отпустят от всех этих переживаний. Да? Львы первой декады, этот аспект для вас сложится очень хорошо. Постарайтесь внедрить в своих отношениях нечто новое. Постарайтесь внедрить в своей работе, в деньгозарабатывании тоже какие-то новые моменты, новые тренды, нацеленные на будущее, на увеличение финансового потенциала. Получится хорошо. Меркурий, Плутон в квадратуре. Сложно здесь будет, сложно именно в этом аспекте, если не пылить, хладнокровно и здраво заниматься обучением, если заниматься поездками, да, коммуникацией, то здесь сложнее всего будет львам первой декады, поэтому здесь я бы поездки оставила бы на паузу. Только если это у вас не какая-то сложная поездка, не знаю, куда-нибудь в Антарктиду или куда-нибудь в какие-то поездки, знаете, такие трип на выживание, куда-нибудь очень такие эмоциональные поездки, которые там нужно преодолеть очень много трудностей. Тогда получится нормально. Получится еще даже такой выхлоп эмоциональный
эмоционально из этого получить. Для львов третьей декады прекрасное время в середине октября, я скажу, для обучения, для поездок, для новых знаний, для того, чтобы договариваться с людьми, идти на контакт, где раньше у вас не получалось договориться, да, то есть постараться вырулить эти отношения в нужное русло, получится хорошо. Львы второй декады этот момент, я бы сказала так, пропустят. У львов второй декады начинается активно такой, я бы сказала, период на эту осень, преодоление своих внутренних зажимов, барьеров с точки зрения в отношениях, в коммуникации, в умении договариваться с людьми, почему вы пасуете в каких-то сложных ситуациях, и для вас, я бы сказала, этот момент будет очень важен. И забегая вперед, скажу, что у нас сейчас мы говорим про середину октября, и в конце ноября у нас с вами будет ретроградный Меркурий, дорогие львы второй декады, который для вас будет очень полезным периодом. Да? Получится очень много чего сделать, очень много с кем договориться в плане своего будущего, но здесь необходимо уже в октябре начать такую внутреннюю работу над собой и понимать, потому что невозможно сказать так, я посидел, я подумал, поразмышлял и за 5 минут решил. Ребят, так не бывает. Мы взрослые люди, которые привыкли всю свою жизнь коммуницировать с людьми по привычке, решать дела по привычке. То есть в нас уже это отлаженный механизм. И если мы понимаем, что мы с кем-то не можем договориться, не можем пойти в те самые отношения, которые нам нужны, в работе, в отношения, которые нам нужны, да, в отношения, я не знаю, с начальником, с коллегами, чтобы иметь ту самую опору и поддержку в работе, да, для того, чтобы уметь строить, например, бизнес. Да. И эта история вот того самого недостигаторства, да, именно улаживание споров и конфликтов, да, для того, чтобы спорную ситуацию вырулить в плюс. И здесь вот такая вот история дипломатии для львов второй декады, момент учиться на своих ошибках, момент проходить сложности, трудности именно в разговоре, в общении с людьми. И это такая история, которая становится очень важной для львов именно второй декады в этом октябре. Идем дальше. У нас следующий момент, я бы так сказала, таких очень сильных переживаний. 17 октября уже говорила, у нас полнолуние в Овне, момент, который сложится очень активно, мощно на львах третьей декады, будет такой стимул к действию, толчок к развитию, много осознаний смыслов. Ребята, действуйте, все здесь будет прекрасно, вообще активно. С этого, я бы так сказала, полнолуние начнется такой приятный романтический период для львов первой декады на ближайшие, я бы так сказала, 2 недели. Поэтому, ребят, активно встречайтесь, назначайте романы, свидания, будет получаться хорошо, проводите романтично время. Львы третьей декады не очень благоприятно будет время для свиданий, для знакомств, для финансовых каких-то вложений, да. Здесь просто понимаете, что было бы хорошо четко и продуктивно спланировать это время. Что касается деньгозарабатывания, финансов, нужно иметь четкий план и курс на будущее, во что вы хотите вкладывать деньги, во что лучше их попридержать. И скажу так, что в отношениях, вот львы третьей декады, начинается такой момент, что если у вас нету с этим человеком совместных идей и планов на будущее, то эти отношения будут потихонечку разрушаться. Сложно будет в них оставаться, начнутся претензии, поэтому здесь выясните для себя все, что вы хотите понять, расскажите друг другу, что вы, как вы видите свое будущее, и если с этим человеком вам
не по пути, не держите его рядом. Честно себе скажите, что мы по-другому смотрим на будущее, хотим совершенно разного, и это нормально. Или же вы хотите одного и того же, но кто-то из вас говорит неправду. Поэтому здесь такая история. Если вы будете работать над отношениями, то получится. Если же вы решите просто инфантильно выйти, то в вашей жизни появятся еще отношения. Но они будут уже сложнее, они будут напряженнее, не будет уже того тепла. Все это придется строить заново, вкладывать все те же эмоции и переживания заново. Поэтому здесь, ребят, скажу, что подойдите к этому вопросу с мудростью, это львы третьей декады, для того, чтобы отношения были на самом-то деле классные. И да, после полнолуния у нас 20-21 октября начинают сходиться такие достаточно очень сложные, мощные, напряженные аспекты на небе, которые заставят нас всех пошевелиться. Во-первых, это Солнце в квадратуре с Плутоном, и это Венера в квадратуре с Сатурном. Скажу, что у нас еще начинает съезжаться очень мощная и сильная оппозиция Марс. Плутон. Марс сейчас находится в Раке, и совсем скоро он перейдет во Льва. Да, дорогие львы, вы будете чувствовать, по крайней мере, львы первой декады будут чувствовать задор, активность и такую внутреннюю мощь. На самом-то деле аспект Марс-Плутон – это активный аспект построения бизнеса, деньгозарабатывания, аспект продвижения, когда внутренняя неудовлетворенность движет нами на выживание, на такое большое, мощное, сильное. То есть это самый, я бы сказала, один из злых аспектов, который движет нас именно, продвигает нас к действию, да. То есть невозможно сидеть и ничего не делать с этим аспектом. И вот эта история начинает работать как раз-таки с полнолуния 17 октября. На этом аспекте можно со всеми поругаться, полностью разрушить свою жизнь, но я за то, чтобы этот аспект трансформировать в работу, в бизнес. Да, не просто так у нас этот гороскоп называется «Осень силы», поэтому здесь, дорогие любимые львы, прикладывайте все усилия для того, чтобы с этого полнолуния, да, 17 октября начать активно действовать, потому что уже и говорила, там и Солнце в квадрате с Плутоном, и Венера в квадрате с Сатурном, уже и говорила про отношения для львов разной декады. Здесь, конечно же, продолжится эта история с 20 октября и до конца месяца, да, заденет, конечно же, новолуние 1 ноября. У нас 1 ноября будет новолуние в Скорпионе, и до этого момента у нас такой период активных действий, я бы сказала, активных действий и в работе, и в карьере. Не уходят никуда все те тренды, про которые я говорила, еще начались в сентябре, да, в коридор затмений. Все это мы продолжаем действовать. Я бы так сказала, что вот эти сильные, мощные аспекты сохранятся с нами еще и на ноябрь, забегая вперед. Да. Венера, Сатурн – это аспект, который заставляет нас терпеть, но делать, копить. Я бы так сказала, это история, которая обязательно сложится очень хорошо на львов именно первой декады. Зарабатывайте деньги, откладывайте, делайте больше, чем вам хотелось бы сделать и в отношениях, и в работе. Сложится очень хорошо, если вы вдруг решили поменять свой имидж, стиль, улучшить свой личный бренд. Хорошее для этого время. Это львы как раз-таки первой декады. Львы второй декады прекрасно вы проходите все свои внутренние переживания, страхи, нежелание что-либо делать. И скажу, что после новолуния здесь получится точно так же хорошо уже вкладываться в личный бренд, в покупки, в продажи, в любовных отношениях будет уже такое, придет понимание. Конечно же, ребят, скажу, что
история того, что вот оно вот если ничего не делать, то вот оно само придет, да, вот я вот в гороскопе рассказываю, что вот можно в октябре не напрягаться, и в ноябре оно само придет в отношениях. Нет, как правило, если мы не разбираемся в своих зажимах, страхах, переживаниях, оно откладывается. И вот то хорошее в гороскопе, что оно есть, да, вот в транзитах, оно, как правило, уходит. И потом мне пишут: вы говорили, что все будет хорошо, а вообще нехорошо. Я говорю: так, а вы там-то исправили, чтобы вот здесь было хорошо? Поэтому вот для того, чтобы в ноябре было хорошо, нужно в октябре исправить. И тогда в ноябре будет хорошо в отношениях. Это говорю про львов второй декады. Львы третьей декады немножко сложновато в отношениях, хорошо в работе. В работе нужно делать нечто новое, продолжать, не останавливаться. Хотя будет казаться, что все вот прям вот сложность уже, потому что накопленная вот эта усталость пойдет, да, когда уже сил нет, когда уже надоело, что не идет работа вперед, все словно остановилось, как будто издевается вот эта вот история, да, потому что здесь у нас вот эта история очень сильно еще проявится, знаете, у нас в ноябре там будет Солнце в оппозиции с Ураном, да, и эта история с 9 по 23 ноября как раз-таки будет такая одна из мощных, влиять как раз-таки на львов, когда в работе уже вот этот вот аврал, накипело, уже усталость, клиенты куда-то делись, проекты остановились, не получается делать то, что делалось раньше, не получается внедрять все задуманное, как будто был большой такой внутренний потенциал к развитию, и вот его нет. Казалось бы, силы уходят. Нет, ребят, нужно просто не останавливаться и быть гибкими и пластичными. Это я говорю сейчас для львов третьей декады, потому что я знаю, что Уран штормит, и многие не могут справиться вот с этим ощущением Урана, когда вот аврал, когда нужно делать многое, а сил на это нет. Поэтому, дорогие мои любимые львы, собираемся. Не просто так у нас осень силы. И по чуть-чуть, аккуратненько составляем себе такой мощный, красивый, жирный план, что мы хотим сделать. Да? Потому что полнолуние у нас в октябре 17 числа было в Овне. То есть это когда мы пылим, когда мы делаем, когда мы ругаемся, когда мы продвигаемся. Если же мы останавливаемся, то мы тогда ругаемся со всеми близкими, да, потому что я говорю, что у нас Марс еще в Раке. И здесь история, скажу, что в начале ноября, то есть 1 ноября у нас новолуние в Скорпионе, такое достаточно, ребят, мощное новолуние, которое заставит, ну не заставит, я бы так сказала, в прямом смысле положит вот нам вот так на ладонь и скажет: ну вот хорошо, давай план максимум на ближайший лунный цикл. Новый лунный цикл, Солнце и Луна в Скорпионе, Скорпион максималист. И здесь история про то, что вот я наконец-то хочу то, что я хочу, или нет. Или я до сих пор буду с собой торговаться, малодушничать и отсиживаться на скамейке запасных. Да, сложное будет полнолуние, кому-то из львов дастся сложно. Да, при этом скажу, что львам первой декады будет сложнее всего с точки зрения, вот как раз таки здесь Плутон уже будет подгребать, да, он уже не в ретроградном движении, он уже с Козерога обратно подходит к Водолею, да. Львы первой декады будут прям четко понимать: ну все, вот прям скоро начнется фейерверк событий. Так и есть, ребят. С 20 ноября Плутон окончательно войдет, неважно в каком полушарии вы живете, войдет в Водолей, и все. Здесь начнется ваше мощное глобальное развитие, ну, на ближайшие 5 лет точно. 5-7 лет это львы первой декады, вы будете прям чувствовать вот эту мощную движуху, потому что стройте себе план. Вот время малодушничать закончилось, время стесняться тоже закончилось. При этом я вам скажу, что у вас здесь и помогает вам классно Уран, говорит: давайте делайте.
Внедряйте новое, не место сидеть. И здесь и Нептун. Нептун в том числе делает шикарный трин, который говорит, ну уже, не знаю, там карту желаний себе нарисуй, в голове себе нарисуй, придумай, что ты там хочешь. Делайте. Делайте, дорогие львы, первой декады. Вот это ноябрьское новолуние, оно будет для вас очень сильно мощным. Да? Для львов второй декады скажу, что ноябрьское новолуние, оно будет достаточно таким, одним из лайтовых, да. Конечно же, вам захочется действовать, конечно же, вам будет где-то страшно, конечно же, где-то вы захотите остановиться, поставить на паузу, но в принципе для львов второй декады это прекрасная планомерная работа, в отношениях более-менее все ровно, если, конечно, вы разобрались со своими страхами, потому что здесь Лилит делает, я бы так сказала, такой достаточно, хоть и секстиль, но все-таки все те, кто не могут с этой энергией справиться, могут уходить в какие-то негативные свои депрессивные состояния, поэтому не надо туда уходить, ребят, ну нормально все будет. Главное честно себе признаваться, честолюбие, самый главный помощник, я бы так сказала, в это новолуние, да. Львы третьей декады, ребят, Уран заставляет внедрять нечто новое. Здесь Уран еще на это новолуние в оппозиции с Меркурием. И как раз таки у нас после этого новолуния Меркурий переходит в знак Стрельца и заставляет активно развивать нечто новое, внедрять в коммуникации, в работе, в продвижении новое, вообще развиваться по жизни. Львов третьей декады так вообще подпинывает, я бы так сказала, в жизнь, да. Поэтому, ребят, не надо стесняться, надо начать действовать, да? Постарайтесь быть активными, вести себя бодро. Все-таки Юпитер на вашей стороне дает тот самый оптимизм, что все будет хорошо, и даже сложные события, они будут хорошо на вас отражаться. При этом скажу, что здесь Юпитер даже в оппозиции с Венерой на львов третьей декады будет хорошо влиять. Поэтому здесь прекрасно, если вы решили, вот я бы так сказала, свой план на будущее, да, на ноябрь вот так спланировать с точки зрения, какой уровень жизни, комфорта и отношений вы хотите. Вот здесь прям серьезно об этом подумайте, чтобы это была не просто какая-то там медитация, чтобы это было четкое осознание, что вы хотите от своей жизни. И тогда, ребят, скажу, что все будет гораздо лучше, ну и действовать, потому что нельзя на таких аспектах бездействовать. С 5 ноября Марс у нас входит в знак зодиака Лев. Это ненадолго, это на месяц. Это на 2 месяца, потому что просто он 1 месяц будет в директном положении, а 7 декабря у нас Марс уходит в ретроградное движение. И в начале января Марс покинет снова Льва и войдет в Рака в ретроградном движении. Поэтому, ребят, скажу здесь так, что вот этот месяц, пока Марс будет в знаке зодиака Льва, нужно приложить максимально усилий. Я еще раз говорю, что для всех львов у каждого свой бой с тенью, как говорится, да, у каждого свои трудности в преодолении работы, карьеры, жизненных задач, реализаций, но должно получиться у всех хорошо. У кого-то по силе и интенсивности гораздо сложнее. Поэтому здесь скажу, что вот ноябрь, который говорила с нового лунного цикла, пройдет вот в своей мощи, активности, в силе, в полной такой динамике. Конечно же, у львов первой декады очень сильно, очень мощно, очень интенсивно. Здесь Марс в оппозиции с Плутоном. Да, ребята, львы первой декады понимают, что будет штормить, но при этом при должной коммуникации, активности, при умении сговариваться у вас, дорогие львы первой декады, будет складываться все хорошо, с ориентацией на будущее, со всей мудростью подключения, да. Это прекрасное время для вас будет, и этот месяц по итогу всегда говорят, что такой, можно сказать, сложный, я не скажу, что сложный, он интенсивный, он мощный по силе, и если вкладываться в работу, в бизнес, профессионализм, по окончании такого периода говорят, что это было классное время, когда получилось очень много чего внедрить в работе. Поэтому ноябрь, скажу, что если так грубо подытожить, да, для львов первой декады будет очень классный.
Львы второй декады. Что у вас? У вас история более-менее такая на лайте. Реально, здесь история того, что Юпитер еще идет в ретроградное движение, и вы почувствуете скоро, совсем к концу ноября, во второй половине ноября, ту самую удачу, мотивацию, мудрость, желание расширения границ, мощи. Но при этом, если вы, конечно, разобрались со своей Лилит, помните, про которую я говорила еще с коридора затмения, да, сентябрьского, что вот если вы разобрались со своими страхами, масштаб получится гораздо больше, чем вы хотели. И здесь план, конечно, ребята, для вас на ноябрь очень даже хорош. Поэтому разбирайтесь со своими страхами, зажимами, как можно раньше, чтобы к ноябрю прийти уже в таком четком масштабном планировании на широкие горизонты. Да? Львы третьей декады, ребят, скажу, активное время, активно действуйте. У вас все-таки с вами здесь планеты, которые заставляют двигаться, но те, кто решил остановиться, те, кто решил устать, те, кто говорит, я уже больше не могу, этот Уран меня одолел. Ребят, не сдавайтесь. Я понимаю, что этот момент такой сложноватый. Здесь нужно просто делать. Нету другого варианта с Ураном, просто продолжать действие, либо внедрять новое. Идем дальше, и у нас 15 ноября полнолуние. Полнолуние у нас в Тельце. Полнолуние в Тельце, и этот момент, скажу так, полнолуние в Тельце, хотелось бы сказать в стабильном, но Луна в соединении с Ураном. И именно для львов третья декада это будет такой момент, когда захочется рвать все шаблоны, когда захочется уже выйти из всех тех обязательств, которые есть, будь это рабочие отношения, будь это отношения с близкими, придет вот такая внутренняя усталость, когда вот захочется, все, я устала, я ухожу. Ребят, момент временный. Скажу, что Уран еще будет не один месяц идти по третьей декаде львов, и только в июле, да, ребят, в июле 2025 года, 7.07, он покинет Телец и перестанет делать квадратуру к львам третьей декады. Поэтому здесь, ребят, скажу так, это такая, так себе, конечно, долгосрочная перспектива, но все-таки необходимо становиться сильнее, нужно начать преодолевать трудности, которые мы не можем контролировать. Это в прямом смысле действия Урана. Да? Здесь нужно подключать другую грань своего характера, это терпение. Мы все не любим терпеливо ждать, мы все не любим терпеливо трудиться ради своего будущего. Да? Мы все хотим, чтобы вот оно как-то было все полегче. Ребят, не всегда так получается. События, которые будут складываться у львов третьей декады, не говорят о том, что вы люди плохие. Вообще нет, ребят. Это говорит о том, что нужно закалить свой характер в данном этапе времени, максимально проявлять гибкость, креатив, новые решения. Вот прям берем новые решения, тестируем, не получается следующее. Если есть желание попробовать еще раз, пробуем еще раз. Здесь тактика, главное не сдаваться. И все получится. Этот аспект будет накатами месяц-два передышка, месяц-два передышка по интенсивности. Да? Сложно? Да. Накаляет? Да. Никакой стабильности? Да. Но все-таки скажу, что это я сейчас львам третьей декады говорю, что все-таки здесь Юпитер дает некий оптимизм, да, что все будет хорошо, ребят. Поэтому здесь давайте без отчаяния, без эмоциональных качелей, без трудностей. Это не самый сложный период в вашей жизни на ближайшие полгода, я вам так скажу. Поэтому в этом ноябре постарайтесь максимально креативно проявить себя для того, чтобы вырулить свою работу, бизнес и коммуникацию в плюс. Но все-таки здесь Меркурий вам еще помогает очень сильно, ребят, скажу. Поэтому здесь желание и умение договариваться. Вот ваш козырь – это умение договариваться, умение находить связи, умение решать проблемы и понимать, что нет в них ничего страшного. Это львы третьей декады. У львов второй декады все прекрасно, работаем активно, договариваемся.
настолько сильно штормить не будет. Львы, первая декада, ребята, у вас карт-бланш, делаем. Если не делаете, понимаете, что внутренняя неудовлетворенность будет разрушать вашу личную и профессиональную деятельность. Вот так быстро сказала, так оно и есть на самом-то деле. Можно говорить это и вуалировать очень сильно и активно по-разному, но здесь история того, что вот как оно есть. Идем дальше. Ребят, мощный активный период с 26 ноября у нас включается ретроградный Меркурий. С 26 ноября и по 15 декабря у нас ретроградный Меркурий в Стрельце. Отлично, кстати, этот период повлияет на львов именно третьей декады. Получится договориться, решить сложные решения в своей жизни, решить сложные задачи. Казалось бы, задачи нерешаемые. Ребят, решайте, и все будет хорошо. Для львов второй декады все точно так же. Помните, говорила, что если получится преодолеть свои страхи и переживания, неумение идти в контакты, в дипломатию, в такие построения сложных отношений, да, в работе, то этот период не будет такой масштабный. Сделайте его для себя масштабным, вам это понравится. Львы второй декады, пришло ваше время, действуйте, период ретроградного Меркурия на вас повлияет очень хорошо. Здесь главное не впадать в иллюзии, да, потому что ретро-мерк будет в квадратуре с Нептуном. Здесь история не на большой промежуток времени. Здесь главное честно понимать, что вы в своей жизни сделали, а что вы в своей жизни не сделали. Вот честно отвечать себе на вопросы, не впадать в иллюзии и делать, договариваться. Львы первой декады, ребята, еще раз говорю, что делаем. Чем больше сделаем сейчас, тем будет качественнее, активнее и продуктивнее зима 2024-2025 года. Идем дальше, ребят. Одно из следующих событий, это первое, я скажу, декабря у нас новолуние. Новолуние у нас в Стрельце, активное, амбициозное новолуние. Хорошо отыграется на львах первой декады. Прекрасно делайте, действуйте, проходите свои кармические задачи, вопросики. Бездействие будет разрушать личную жизнь, поэтому нужно действовать. Скажите, у меня нет никакой личной жизни. Это еще печальнее, она должна быть. Львы без личной жизни, а где вы берете страсть и амбиции для работы? Это же как так получается, да? Львы второй декады, для вас тоже прекрасно сложится и этот лунный цикл. Действуйте активно, преодолевайте страхи, идите в масштаб, делайте как можно больше для своей профессиональной социальной деятельности. Львы третьей декады, не утопайте в депрессивных состояниях, не саморазрушайте себя. Я понимаю, что устали, что уран нагнетает. Вот начинается, скажу, что здесь для львов третьей декады немножко сложноватый период, когда только уран, но при этом получится внедрить нечто новое в работе, получится с мудростью создать все, что хочется, получится даже деньги заработать, если вы будете внедрять нечто новое в профессиональной своей деятельности, в работе, в деньгозарабатывании, в отношениях в том числе, тогда получится хорошо. Если же сидеть и стараться жить по-старому, не получится хорошо, ребят. Извините, хочу сказать, что будет легко и просто. Нет, жизнь заставляет действовать по-новому, чтобы в июле 2025 года жизнь пошла совершенно другим чередом. Да, с 7 декабря у нас уходит в ретроградное движение Марс, он уходит почти на 3 месяца в ретроградное движение, пока он во Льве. И здесь на момент его вступления в ретроградность он будет в оппозиции с Плутоном в соединении с Венерой. Момент очень мощный и активный на самом-то деле для львов первой декады, очень сильно мощный. Здесь, ребята, вы почувствуете все свое желание максимально вложиться в свое будущее, в финансы, в стабильность, в карьеру, в профессионализм, в отношения. Все захочется сделать, все и сразу. Объять необъятное. Постарайтесь это все спланировать хорошо.
потому что на момент ретроградности Венера будет еще в Козероге, Плутон уже будет в Водолее. И это такая история прошлого и будущего в прямом смысле. Прошлых отношений, настоящих отношений, какими вы хотите, чтобы они были в будущем. Финансы, какие они у вас были, какие вы хотите, чтобы они у вас были. Да? Львы первой декады очень сильно об этом подумайте. Львы второй декады, масштаб развития, действия, реализация, максимальная коммуникация, ретроградный Меркурий в помощь вам помогает. Несмотря на то, что он ретроградный, получится очень хорошо. Львы третьей декады, ребята, не унываем, все будет хорошо. Надо только честно идти вперед, не сдаваться, новыми силами, новым путем, новыми знакомствами, новыми эмоциями, новыми способами деньгозарабатывания, да, и новыми эмоциями в отношениях. Вот так скажу вам, что Львов третьей декады, этот декабрь, я бы так сказала, будет проверять на то, насколько вы гибкие, пластичные, насколько вы, потому что здесь у Юпитер-то уже откатился, уже нет такого оптимизма, и вот оно, такое ощущение, скажу, что как будто бы силы покинули, счастье, радость закончилась, но, ребят, вот это нужно для того, чтобы четко и трезво взглянуть на свою жизнь, что как раньше продолжаться не может, и надо жить по-новому. Еще раз говорю, не потому что вы люди плохие, нет, потому что нужно начинать действовать. Да, меняться, подстраиваться под новый мир, под новую реальность. В этом нет ничего плохого, просто вот так Вселенная вас закаляет, готовит к будущим победам. Скажу, что для львов вообще любой декады, ближайшие 20 лет, это ваши будущие победы, ребят. То есть в эти 20 лет у вас получится реализовать все то, что вы хотите. То есть закладывается для вас такой очень мощный, амбициозный курс. Каким он будет, все будет только зависеть от силы и выносливости каждой. Если у вас свой вопрос, оставляйте в комментариях к этому видео, но при этом оставляйте дату, время, место рождения, ваш вопрос, который вы хотите задать. Ребят, общий гороскоп я рассказываю сейчас. Все самое ценное, конечно же, в наших личных натальных картах, ну, либо на консультации. Поэтому вот такая история. Вот то, что нас ждет в декабре. Да? Каким будет этот декабрь? Я уже, в принципе, рассказала. Как начинается этот декабрь, так он и закончится. 31 декабря мы все с вами будем отмечать новолуние. Да, ребят, у нас 31 декабря будет с новолунием, и я скажу, что уже Плутон, который вошел в Водолея, уже мир не будет как раньше, да, по крайней мере для львов. И здесь начинается ваша личная глобальная трансформация. Я за вас, дорогие львы, очень сильно рада. Но, конечно, многие будут говорить, что нет, лучше бы этот Плутон не проходил. Но обстоятельства и события, которые будут случаться в личной жизни каждого, они только для развития, только для расширения себя, своего имиджа, своей популярности, своего капитала связи, своих амбиций. Потому что лев — это такой знак зодиака, который должен быть на виду. Да, и ваша профессиональная деятельность будет только улучшаться, если вы будете следовать этим трендам и этому развитию. Поэтому скажу, что декабрь 2024, если мы планируем его сейчас, для львов первой декады будет очень классным и удачным, если вы будете действовать активно, интересно. Для львов второй декады, если вы разобрались со своими страхами и переживаниями, тогда в личной жизни у вас будет, я бы так сказала, такой, наоборот, классный, потрясающий выхлоп. В работе, в профессиональной деятельности будет очень даже хорошо. Если же вы ничего не делали и просто расслаблялись, тогда здесь, скорее всего, возникнет вопрос отсутствия финансов, недостаточно приятных, теплых отношений, которые у вас есть сейчас. Вам их будет мало, вам будет казаться, что это не то, что вы хотели. И будет, конечно же, множество претензий. Для львов третьей декады скажу, что вот если к этому моменту вы не разобрались со своими страхами, переживаниями, то этот момент настал. Лилит входит к концу декабря в 20 градус Весов и будет, я бы так сказала, влиять на львов третьей декады
Положительно, тем не менее. Но, ребят, с этим нужно разбираться. Получится преодолеть все свои страхи и переживания. Страхи будут, эмоции будут, но это все связано с вашей профессиональной деятельностью. Почему вы все-таки даже при такой мощи и активном движении Урана стоите на месте? То есть все те львы, которые к концу декабря пришли с ничего не деланием, то есть в эту сильную мощную осень не внедряли нечто новое и думали, почему меня вот так вот все штормит. Ребят, нужно делать, нужно начинать внедрять. И здесь, конечно, просто к концу декабря под бой курантов станет истинно страшно. Что же будет дальше? Ребят, просто надо делать. Реализовываться, жить жизнью льва, жить активной, яркой, интересной, наполненной жизнью, тогда все будет хорошо. Ребята, вот такой гороскоп для вас до конца 2024 года. Хотела записать осень силы, но получилось как получилось. Я тоже человек, и коридор затмения мне тоже дался очень даже нелегко. Поэтому скажу вам так, что все те трудности, которые случаются с нами, с вами, со всеми, это все только для того, чтобы мы становились сильнее. Потому что мы с вами идем в абсолютно новый мир. Он очень сильно изменится в 2025 году. Мироощущение львов так вообще, ребята. Я здесь с вами, я Овен, я вас прекрасно понимаю, потому что на меня действуют те же самые аспекты, что и на вас. Поэтому такой, знаете, когда знак огня колбасит, это такая история большой, мощной силы выживания, да, поэтому на кону стоит у нас с вами многое, мы не можем сдаваться, мы не можем останавливаться. По крайней мере, львы третьей декады точно Уран не даст остановиться, и он говорит, делайте. Поэтому я здесь вместе с Ураном говорю, ребята, делайте, чтобы все было хорошо. Я надеюсь, не напугала, ребят. Если остались вопросы, оставляйте, либо же оставляйте в комментариях, либо же жду на консультации. В конце ролика обязательно актуальные видео. Если вы не смотрели, посмотрите их, примите верное решение и задавайте вопросы. Я буду регулярно пополнять видео в конце, чтобы они оставались в тренде. Ну что, желаю вам потрясающей сильной осени. Не реагируйте на события больше, чем они есть. Действуйте, больше действий, по крайней мере Марс, Плутон здесь говорят именно только делать. И увидимся с вами в следующем ролике.